Здравствуйте, мои уважаемые спонсоры! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня я подготовила для вас тему про речь как мыльные пузыри. Я это наблюдаю часто в работе с клиентами и на группах. Это когда человек начинает говорить, но он не объективен, а его речь как мыльные пузыри. То есть в этой речи нету сути, нету смысла. Я думаю, что каждый из вас сталкивался с мгновением понимания, что этот человек говорит только кажущееся умным, только кажущееся применимым. Он или же льет воду, как говорят, или варит воду. То есть он говорит одно и то же, с разных сторон, как будто одна маленькая мысль, которая бесконечно разбавляется. И человеку кажется, что он раскрывает тему, но на самом деле он повторяет только одну и ту же идею разными словами, и этой идеи становится все меньше, как будто мусора в его речи становится все больше. Вот для меня это показатель, слушать мне человека или не слушать. Потому что когда он льет воду, я называю это, он ворует мое время. Что это за процесс такой? Интересно, что человек, который льет воду и говорит общими фразами, не несущими никакого смысла, он получает удовольствие. То есть изнутри он такую речь не воспринимает как то, что он что-то не то делает. Ему кажется, что то, и органы чувств ему подсказывают, ты все правильно говоришь. Вот я замечаю, как на группах человека начинает нести, когда он что-то говорит. Когда мы с вами оторваны от земли, от реальности, мы в нашем воображении можем соединить какие угодно объекты между собой. То есть над нами там не властвуют законы реальности. Мы там не остаемся с учетом объективности. Мы становимся как будто боги, которые могут скрестить, смешать что угодно с чем угодно. Когда человек говорит пустыми словами, ему легко говорить быстро, ему легко давать советы и учить жить. Вот многие политики, они пользуются тем, что они дают пространные какие-то обещания. Например, у вас все наладится, у вас все будет хорошо, я решу ваши проблемы. Вот эта проблема не решалась, я приду и ее решу. И человеку, который не привык мыслить, ему нравится это слушать, потому что как будто бы я думал, что это долго, я думал, что это трудно, а есть тот, у кого есть быстрый рецепт. И я наблюдаю за тем, как на группах люди, когда мы обсуждаем сессии, как они не могут быть мыслителями, не могут расширять понимание того процесса, который мы наблюдали на сессии, а сразу выскакивают в модус, что делать. Они не пытаются понять лучше то, что происходит, своим обсуждением добавить больше деталей, а как будто, назначив это проблемой, мгновенно ищут, что бы такое сказать, чтобы быть умным и решающим вопросы. И за этим следуют советы по типу «надо больше осознанности». Или же «это сложно быть собой, но надо быть в моменте». Человек говорит эту фразу, она пуста по сути, но у него ощущение, что он сказал что-то очень умное. Что вот совет быть в моменте – это совет, который вот сразу поможет и решит проблему. Почему это происходит? Когда ты говоришь из реальности, вот можно достаточно легко, легко, если ты сам привык стоять на реальности, понять, человек сейчас
теоретизирует или говорит что-то из практики. Например, люди, которые читают лекции по психологии, но у них нет ежедневного приема, им легче давать пространные советы. Им кажется, что в голове это вполне легко отстаивать личностные границы. Ну, что тут такого, отстаивать личностные границы. Люди, которые практики, не понимают, что для отстаивания личностных границ, вот посмотрите мое видео в пятницу, которое вышло, надо, чтобы личность прошла определенную трансформацию, чтобы для начала она понимала, что ее личностные границы нарушает. Как я могу их отстоять, если я не понимаю, что их нарушает? И вот это вот теоретизирование, а, оно опасно, потому что человеку кажется, что он занимается проблемой, что он исследует проблему. Когда мы говорим о чем-то реальном, то мы всегда стоим ногами в тазике с нашей неполноценностью. Тогда эти слова имеют вес, имеют плотность и имеют тяжесть. Человеку сложно говорить, например, вот когда идет обсуждение в группе, и мы обсуждаем, почему человек не отстоял, допустим, свои личностные границы, ему это сложно говорить, потому что он опирается на те моменты, где он тоже не отстоял границы. Он не как тот лучший, как тот, кто уже знает, сейчас даст советы, а как тот, кто тоже проходил этот путь. И тогда в его словах нету поучения, и он тогда не жесток, он относится милосердно к тому человеку, у которого есть проблемы. Если же человек из своего идеального «я» начинает говорить, то его слова всегда будут неуместны и поучающие. То есть даже если я, допустим, занимаюсь давно внутренним миром, я понимаю, что такое отстаивать личностные границы, я понимаю, когда их нарушают, то все равно с близкими это делать сложно, потому что с близкими отношения это я могу с чужими людьми с легкостью это определять. А с близкими так не поговоришь. С близкими даже, когда ты понимаешь, что они нарушают границы, то близкий может вообще не понимать, что такое личностные границы. И ты как будто связан по рукам и ногам. И ты понимаешь, что с чужими ты уже можешь, с близкими ты не можешь, и ты не считаешь себя тем, кто это может делать. Особенно этим грешат психологи и вообще все люди, которые консультируют. Они находятся в своем идеальном «я», который уже как будто все это прошло, все это знает, все это легко, сейчас я тебе расскажу. Тогда психолог или консультант, он предлагает другому человеку такую маленькую коробочку, где он не рассматривает всю индивидуальность другого, а действует с ним по какой-то инструкции, которую он сам придумал. И все эти советы, которые он будет давать, они не будут работать. И многие люди, которые заплатили, например, за лекцию, им там надавали каких-то пространных, непонятных советов, как отстаивать границы, как поставить на место абьюзера и так далее, им даже стыдно себе признаться, что они заплатили за ерунду, за чушь. И они начинают говорить: да, вот у меня сразу получилось, да, так и происходит и так далее, и так далее. Человек теоретизирующий, он похож на вот эту сову из анекдота, к которой пришли мыши и сказали, что их едят лисы. И сова сказала: надо отрастить иголки. Вот это вот говорение из идеального «я», оно позволяет личности быть уверенной в том, что оно знает. Вот если вы хотите, чтобы ваша речь не была пустой, то наблюдайте, из какого пространства, из какого места вы сейчас говорите. Из пространства реального «я», несовершенного, ограниченного, маленького.
Да, мы такие есть, но у нас достаточно, чтобы вот у меня не так потянулось, возникла межреберная невралгия, да, я сейчас не могу чихнуть. Я вот такие моменты очень хорошо понимаю, насколько я беспомощная и маленькая. Но нам как будто про эту беспомощность и маленькость свою хочется забыть. И хочется уверовать, что мы уже некие идеальные, особенно если мы там что-то почитали. Вот люди, которые начинают заниматься психологией, у них все время впечатление, что я уже столько знаю. А чем больше ты занимаешься чем-то, тем больше ты понимаешь, что ты не знаешь. Самое опасное, вот я про это говорила, но еще раз подчеркиваю, что изнутри, когда тебя несет, когда ты воспарил, когда ты в некоторой экзальтации, вот как Гитлер читал свою речь, то изнутри тебе кажется, что ты все делаешь правильно, что ты говоришь что-то важное. И тогда особенно а, травмирующе будет какие-то вопросы, несогласие с собой или же вообще нежелание другого тебя слушать. То есть это вещающий тон, он не предполагает возражения, он не предполагает несогласия. И когда человек даже вот пишет посты, вот многие боятся писать посты, снимать видео, читать лекции. Они боятся именно из-за того, что их идеальное «я», которое будет вещать, не будет принято, и по отношению к нему не будет восторга. Когда же ты стоишь ногами на реальности, на своей плохости, то тогда ты говоришь про то, что ты прожил. И ты говоришь это не про как всеобщие законы, а говоришь как про свой персональный опыт, который ты можешь пересмотреть, и ты опираешься на логику и на объективность. Когда мы опираемся на логику и объективность, мы все время как будто были такой надувной большой игрушкой, которая летала, становимся такой маленькой, не знаю, там, каменной статуэткой там, или маленьким человечком. Вот когда я слушаю рассуждения людей на группе, когда они о чем-то им хочется порассуждать, я все время говорю, вы как великан, который шагает на 5 километров сразу, у него шаг 5 километров, а я как маленький лилипут, который бежит и видит все детальки. То есть вот эта возможность видеть все детальки и вникать, она возможна только из маленькости. И маленьким быть не хочется. Хочется быстро, быстро и просто. Даже по вопросам у людей виден вот этот вот гигантизм идеального «я». Когда, например, человек говорит, что даже психологи не могут помочь. Или они говорят, а что даже вы еще не всегда отстаиваете личностные границы. То есть вот эта вот устремленность к идеальному «я», где обещана райская жизнь, где все будет по-моему, оно не отпускает человека. И в этом состоянии человек не растет. Многие люди становятся жертвами таких блогеров и таких лекторов, которые обещают просто, быстро и без усилий, дают советы, которые абсолютно не подходят этому человеку и неприменимы. И нам нравятся такие люди. Бессознательно нам нравится. Поэтому многие люди становятся жертвами или же духовных сект, или сект имени какой-то личности. В секте всегда есть определенная вот эта надежда быстро и просто достичь желаемого. Не вникать, не умнеть, не расти, а послушав два простых совета, в 2 шага преодолеть весь путь. Люди, которые вещают, которые оторваны от реальности, которые сыпят теории, это люди, которые говорят из идеального «я». И они предлагают своим слушателям стать маленькими глупыми, идиотами, которым рассказывают, как жить. Вот я про это говорила в пятничном видео. Но в этом видео я обращаю внимание именно на речь. Так, важно. Я бы хотела, чтобы вы понаблюдали за тем, как вы говорите, как вы пишете. Попробуйте понять, сейчас этот контакт, это общение выстраивается
из вот этого идеального «я» и попробуйте поопределять, когда ваши близкие или знакомые, или же блогеры, или же в соцсетях авторы, которых вы читаете, каким образом они разговаривают, сколько там смысла, насколько это реалистично применимо. Когда человек примеривает к идеальному «я» вот эти вот советы, даже которые он дает сам себе, они кажутся вполне рабочими. Но когда мы применяем это к реальному «я», к своей маленькости, то мы понимаем, что этот совет абсолютно не подходит. Вот это вот слушание идеальным «я», которое хочет быстро и просто, и слушание реальным «я», которое хочет само поумнеть, понять и своим умом уже принимать решения. И даже вот вы листаете ленту в соцсетях, вот попробуйте подиагностировать, попробуйте понять, э, как этот человек сейчас пишет, как кто, сколько там действительно смысла, сколько там позерства и демонстрирования своего великолепия. Вот из этого идеального «я», вот это вот пускание этих мыльных пузырей, вот этих вот фейерверков, человек всегда демонстрирует некую свою идеальность, которую он хочет, чтобы люди восхитились и приобщились к его знаниям, и он этими знаниями одарит, и тогда ты прекрасно заживешь. Особенное внимание, на мой взгляд, стоит уделять своей речи именно тем, кто консультирует. Вот, психолог или врач. Также, когда вам задают вопрос о чем-то, понаблюдайте, как, отвечая, вам хочется стать на некую табуреточку и с нее именно вещать. Как человек, задавая вам вопрос, назначается маленьким, и тут же хочется стать большим и рассказать, как ему жить. Как хочется уже поскорее уверовать, что все свои проблемы я порешал, и я наконец-то идеальный. Я уже говорила в видео для спонсоров, что вот эта вот иллюзия, что я все свои проблемы порешал, они мне не свойственны, создают только слепые пятна. В общем, буду с вами прощаться, приглашаю вас на проект Connect, он начнется в начале ноября. Там мы будем с вами учиться на практике понимать, что происходит в контакте между двумя людьми. Я с вами прощаюсь, благодарна вам за поддержку моего YouTube канала и до встречи.